Hollow Knight — одна из самых культовых инди-игр всех времен. Ее хвалят за атмосферу, за карту, за боссов, за музыку. Но знаете что? Может, вам вообще не стоит играть в нее? Да-да, вы не ослышались. Сегодня первая часть разбора. 5 причин, почему Hollow Knight может быть не для вас. И нет, это не троллинг. Это честный взгляд на то, как эта игра ломает ожидания и иногда нервы. Причина первая. Вы ненавидите блуждать без подсказок. Hollow Knight — это не просто метроидвания. Это лабиринт без карт, без маркеров, без намека, куда идти. Первые часы игры — это чистый хаос. Вы бегаете кругами, спускаетесь в тупики, умираете от случайных врагов. И да, карта есть, но ее нужно найти. Потом найти картографа, потом платить за каждый кусочек. Если вы привыкли к современным играм, где все подсвечено, вы просто забьете. А ведь это только начало. Причина 2. Вы не готовы умирать сотни раз. Hollow Knight жесток, очень жесток. Умерли — теряете всю валюту. Бежите за ней, умираете по дороге, теряете все навсегда. Некоторые боссы требуют десятки попыток, даже если вы нормально играете. И да, есть читы и моды, но в ванила версии никто не пожалеет вас. Если вы играете в игры ради расслабления, это пытка. А если у вас мало времени, забудьте про прохождение. Причина 3. Вам важен сюжет, и вы хотите его понять. Hollow Knight рассказывает историю, но не говорит ее напрямую. Все через намеки, через предметы, через диалоги с жуками, которых вы встретите раз в 3 часа. Если вы не полезете в вики, не посмотрите гайды, вы просто не поймете, кто такие Рэй, Хорнет, Пустота, а ведь это ключ к финалам. В игре 3 концовки, и чтобы увидеть лучшую, нужно выполнить десятки скрытых условий. Без спойлеров почти невозможно. Так что если вы ненавидите гадать по логике разработчика, вы остаетесь в недоумении. Четвертая причина. Вы играете на слабом ПК или консоли без патчей? Да, Hollow Knight вышла в 2017 году, но даже сейчас на некоторых устройствах она тормозит. Особенно в поздних зонах. Deep Nest, City of Sere, Kingdom Edge. Если вы играете в Switch в портативном режиме, готовьтесь к просадкам FPS в бою с боссами, и это может стоить вам победы. Да, разработчики выпустили патч, но оптимизация до сих пор не идеальна, и если вы не готовы к техническим косякам, это испортит впечатление. Пятая причина. Вы ждете просто красивую игру, а получаете депрессию. Hollow Knight — это не сказка, это элегия о падении цивилизации, одиночестве и безумии. Весь мир гниющий, мрачный, наполненный отчаянием. Даже милые персонажи на самом деле трагичны до мурашек. Если вы включили игру после тяжелого дня, чтобы немного отдохнуть, вы можете выйти из нее еще более подавленным. Потому что Hollow Knight не развлекает, она заставляет чувствовать. А это не всегда то, что мы хотим от игры. Так стоит ли играть в Hollow Knight? Если вы терпеливы, любите исследовать, не боитесь сложностей и готовы вникать в лор, это шедевр. Но если вы ищете легкое развлечение, четкий сюжет или комфорт, возможно, это не ваш путь. И это нормально. Не каждая культовая игра для каждого. Это была первая часть. Во второй расскажу, почему, несмотря на все это, я все равно считаю ее гениальной. А вы уже играли? Или забросили с первых часов? Пишите в комментариях, мне очень интересно. И если вы досмотрели до конца, поставьте лайк. Это поможет видео найти тех, кто действительно задумывается, стоит ли начинать Hollow Knight.